625 DSX – беспроигрышный вариант, во всем лучше 525 DSX, но при этом в Испании 625 стоит ровно как стоил 525. Это ключевое, что нужно держать в уме. А за счет увеличенной мощности он выгодно отличается от конкурентов в той же цене. Очевидно, что перед тестом 625 я взял 525. Клянусь, я думал, что буду весь обзор нахваливать Watch, но сел и пошли вьетнамские флешбеки. Я не жду от тормозов или подвески в этом классе волшебства, как и не жду, что 500-кубовый мотоцикл поедет как литр. Бесит, что половину недостатков можно изменить за те же самые деньги, достаточно спросить у человека, который ездил на хорошем. Мои подписчики в Телеграме в курсе, что эти байки одно и то же, не считая мотора и подвески. Остальное – аккуратные точечные изменения. Половина моих придирок к 525-му исправлена в 625-м без изменения цены, поэтому интересно показать на примерах было-стало. Сначала выводы. В Европе между 625 DSX и Honda NX 500 я бы однозначно выбрал NX. Он не настолько дороже, насколько отточеннее, что для меня важнее увеличение мощности. Хотя даже в Европе серьезная разница в цене набегает, если на Honda ставить защиту, которая на Watch в стоке. И 625 будет даже в Европе хорошо продаваться. Он выглядит эффектным большим туристом, тот же NX 500 все-таки выглядит малокубатурником. Человеку, который еще не наигрался в большие мотоциклы, такой дизайн продать сложнее. Watch выглядит взрослее и приятнее большинства конкурентов. Внушительная и удачная цветовая гамма, нейтральный черный либо песочный. Согласитесь, это уже не китайщина с вырвиглазными салатовыми вставками. Плюс отличная цена, репутация одного из лучших китайских производителей и 5-летняя гарантия в наших краях. И самое главное, если от поездок на 525 DSX у меня удовольствия не было, и я не понял, чего его так расхваливали, с 625 уже приятно провел время. Если заменить у него седло и стекло, либо хотя бы сверху прищепку поставить, вполне не стыдный байк и для путешествий. Да, требует легких доработок и придется закрыть глаза на неустранимые косячки, но в целом это гармоничный байк не только для новичков, но и для людей с опытом. Если говорить про Россию, все еще проще. Вариантов нового NX 500 и других японцев нет, ценник несоизмерим, тогда уж нужно сравнивать CB500X с Watch 900 DSX. Если за кадром оставить вариант с 10-летним японцем, остаются такие же неидеальные китайцы. Benelli, QJ и Sharmax неадекватно тяжелые. Himalayan слабый и ближе к скрэмблерам, чем к туристам. Zontes 703 и Escape в другом ценовом сегменте. 450 MT или Alter Hike лучше на бездорожье, но если вам эта часть не интересна, для асфальтового туризма они ощутимо слабее. 700 MT – сильный конкурент для асфальтового туризма, но обновленный будет еще одним супертяжелым кроссовером, да и дороже. Kovia 500X, который мне по подвеске и мелочам больше нравится, но вообще там стоит более слабый мотор. Плюс репутация у марки ниже плинтуса, а с обслуживанием и запчастями больше вопросов, чем ответов. У Watch комфортный вес и нет нерешаемых проблем. Чуть-чуть доделать комфорт и все. Вы сейчас напихаете в комментариях, но у Watch в России с запчастями стало лучше, плюс Watch создали каталог запчастей, который сейчас на стадии тестирования и скоро будет доступен общественности. Не просто так Watch продают сильно больше остальных кубатурных китайцев как в России, так и в Испании. Я действительно считаю, что в России 625 DSX хорошее предложение. Вот что я хотел бы донести перед тем, как ругать мотоцикл. Я много путешествую на разных турендуро, и это сравнение Watch 625 с 525 DSX. Театр начинается с экрана, и на 525 DSX он убогий. Вообще, шрифты выбирают по предназначению. Есть логотипы и реклама, где декоративные шрифты могут быть любыми, но если говорить в общем, есть шрифты для компьютеров, для чтения длинных текстов и для короткой информации. Например, в книгах часто используют шрифты с засечками, которые улучшают читаемость длинных текстов. Но на информационных вывесках явно доминируют определенные шрифты без засечек типа гельветики. У шрифтов, используемых в визуальной навигации, есть определенные свойства, первые из которых – различимость в сложных условиях с бликами, пылью, каплями дождя, с дальнего расстояния и так далее. Дизайнер Watch, вероятно, китаеязычный, поэтому выбирал латинские шрифты с точки зрения декора, чтобы выглядело футуристично. Во-вторых, весь интерфейс с доминированием синего на черном.
Человеческий глаз хуже способен фокусироваться на коротковолновых оттенках синего, особенно плохо синий цвет воспринимается в темноте из-за рассеянного свечения. Если рядом с читаемой надписью разместить синюю светящуюся полосу, общая читаемость надписи упадет. Короче, нужно сильнее напрягать глаза и больше времени фокусироваться. От синего цвета быстрее наступает усталость. И сопутствующая проблема с синей подсветкой кнопок на руле. Она отвлекает внимание и утомляет. Если бы сделали подсветку тусклее, было бы комфортнее и функционал не потерялся бы. Хотя я не очень понимаю, что конкретно нужно подсвечивать на настолько простом байке. По этой же причине ночной режим в телефонах, мониторах или на телевизорах в темноте меняет оттенки на теплые, а синий цвет приглушает. Считается, что человеческий глаз адаптировался к свечению теплого света. В текущем исполнении зеленую лампочку поворотника рядом с синей полоской тахометра считать сложно. Ну и в целом интерфейс шумный. Избыточные полоски. Спидометр обрамлен линиями в форме бриллианта. Дизайнер посчитал, что это невероятно крутая идея, не спросив Дэнни Девита. Как еще можно ухудшить экран? Естественно, он не яркий, при этом глянцевый и с черным фоном, чтобы отражалось голубое небо, пока вы пытаетесь всматриваться в синий. Какое же счастье было увидеть нормальный экран на 625-м. Шрифты все еще не подходящие и доминирующий цвет отвратительный, но читаемый, не поспоришь. Обилие желтого цвета мешает быстро считать оранжевые экстренные пиктограммы, но главное – матовый экран и никакой синевы. Плюс маленько странная компоновка блоков, из-за чего в любую секунду зачем-то видишь температуру охлаждайки. Пока не забыл, на 90 градусах всегда включается вентилятор, и это самый мерзкий звук вентилятора, который я слышал. А он будет очень часто включаться при езде на низких скоростях и в пробках. Примерно как у литров, чаще, чем ожидаешь от небольшого мотора. Спидометры 525 и 625 врут на 10%, что ожидаемо для производителя, который 494 куба продает как 525, а 581 см как 625. Зеркала так себе по форме. На 625-м вроде те же, но руль на пару сантиметров шире и чуть выше, поэтому обзорность лучше. Правда, пока стоишь. На трассе сильно двоится на обеих моделях. Грипсы тоже так себе, скользкие. И на старом, и на новом. Причем на Watch 900 нормальные цепкие грипсы. Будете в салоне Watch, сравните грипсы у 900 и 525 либо 625, поймете, о чем я говорю. Помимо отсутствия пупырышек, сам материал ближе к пластику, он часто используется на дешевых китайцах. И это не из-за класса, у дорожных кроссоверов цепкие грипсы. При перегазовке неприятные ощущения, а представьте после грязи скользкую ручку крутить. Вдобавок я посмотрел несколько 525 и 625, у всех с завода свободный ход слишком большой. Без подстройки будет эффект длинной ручки, что с маленьким мотором неудобно. Стекло не изменилось, к сожалению. Оно никакое до такой степени, что я бесконечно оттирал от насекомых линзу на камере, я уж не говорю про визор. И это не из-за роста. Пробовал пригибаться, бесполезно, все равно дует в лицо. Есть регулировка высоты стекла, где нижнее положение не нужно ни для чего. Уточню, что это не существенный минус. Судя по номерам Гиви, стекла у 525 и 625 одинаковые, хоть сейчас можно купить более высокое стекло, брендовое или с AliExpress. Но главная проблема стока – стекло шумное. Стоит разогнаться хотя бы до 60, в ушах ураган. Сразу хочется купить себе интеграл, если вы понимаете, о чем я. А знаете, где можно купить и тихий шлем, и сравнить грипсы на мотоциклах Watch? Конечно, в торговом центре Formula X, где есть много магазинов с мотоциклами, в том числе салон Watch. И, разумеется, еще большее количество магазинов экипировки с приятными ценами. Не забывайте ловить промокоды. Например, в магазине FlipUp, в который вы заглянете в поисках тихого шлема, промокод Formula24 на скидку 15% действует только в торговом центре Formula X. Чтобы узнавать не только об акциях магазинов, но и о мероприятиях и в целом мотожизни, подписывайтесь на телеграм-канал Formula X. Увидимся в формуле. С эргономикой на 525-м тоже не все ладно. Во-первых, сиденье, от которого через полчаса начинаешь ерзать, еще через час хочешь остановиться, а после целого дня за баранкой Watch долго напоминает о себе в ягодицах. Я серьезно давно такого неудобного седла не видел.
Кажется, на 625-м седло осталось тем же, только обшивку поменяли. Раньше была текстура под металл. Поняли, что металл не очень хорошо ассоциируется с комфортом, поэтому поменяли на дизайн под наждачку. Про седло тоже чисто для общего развития высказываю. Гель вставить в седло недорого. Куча мастеров, и на ютубе есть руководство, как самому вставить, если живете в тайге. Внешний байк большой грозный, но угол в коленях на 525-м острый. При этом лапка тормоза зачем-то широкая и слишком придвинута к подножке. У меня лично не получалось держать ногу перед тормозом, это совсем на носке и физически неудобно из-за угла. Как-то ехать можно либо в позе Чарли Чаплина, либо держа ногу над педалью. Вдобавок тормоза не информативные, и их нужно сильно прожимать, чтобы достичь какого-то эффекта. При каждом прожимании у меня бот упирался в крышку сцепления и потом съезжал чуть по касательной в сторону. Даже если в самое дальнее положение седла сесть, все равно бот касается крышки. Видимо, не у меня одного, поэтому у 625-го появилась защитная накладка, чтобы бот не царапал крышку. Но важнее, что подножки переместились существенно ниже и вперед. И угол в коленях вполне комфортный, и крышка двигателя теперь из-за другого положения ноги не особо мешается. Такая мелочь сильно улучшила комфорт относительно 525-го. Я еще снял резинки, что еще примерно на сантиметр понижает подножки. Ну и да, подножки стали широкими. В стойке удобнее, но непонятно, чего тогда лапка КПП не сворачивается, если полезли в эндуро. И педаль тормоза чуть отодвинули от подножки. Я все еще сделал бы педаль поуже и на сантиметр дальше. Не идеально, но жить можно. С точки зрения эргономики в стойке у меня к 625-му претензий нет, вполне адекватно. Да и вес на фоне любых Бенелли и грядущего 700 МТ нормальный. Другое дело, что для упора в бездорожье Watch все равно не подходит. Можно купить Moto Marine Ultra Hike, который то же самое, что CF Moto 450 MT, но значительно дешевле. 450 MT или Ultra Hike еще лучше по эргономике и геометрии на бездорожье заточены легче, с правильными колесами, с более корректными тормозами и так далее. Но главное, на CF Moto подвеска оптимально настроена под бездорожье. Про 525 смысла говорить мало, у него довольно коротенькая подвеска, чтобы называть тур эндуро. И в целом все же с упором на асфальт, на неровностях с ней не очень весело. Для асфальта сильно ругать не буду, нормальная за свою цену, просто чуть криво настроена, если вы ездили на европейских дешевых мотоциклах. Не критично, ездить не мешает. Поругаю 525 за то, что амортизатор грязью закидывает. На 625 дырку закрыли. Там много подобных решений в духе «малыш познает мир». Например, на 525-м крепление хомута глушителя было снизу под днищем, а на 625-м кто-то догадался перевернуть наверх, чтобы ни за что не цеплялось. Это же не квантовая физика, даже если при разработке упустили из виду, на первом же тесте должны выявить. Было же тестирование, правда? На обеих моделях странная аэродинамика свыше 120. Когда по пустой дороге быстро едешь, хоть на максимальной скорости, все нормально. А как попадешь в возмущенный поток, так руль слегка болтает. Страшно представить, как же он с кофрами тогда едет. Причем иногда за фурой не болтает, а иногда за минивеном на той же скорости руль трясется. На 525-м это сильнее выражено из-за настройки подвески. У 625-го увеличили ходы подвески, и на удивление настройка по умолчанию хорошая для асфальта. Ничего не надо подкручивать, кроме преднатяга под вес. Обычно, когда китайцы едут тестировать, сразу в карман кладу нужные ключи, потому что по дороге все время хочется подстраивать. Как ведет себя 625 на асфальте, мне понравилось сразу. Плюс не самая плохая геометрия, поэтому на нем приятно в горах. Не так, как на NX 500, допустим, но нормально. Самый раздражающий фактор на серпантинах – невнятные тормоза, а не подвеска или шасси. С другой стороны, эластичности у этой подвески нет, она жестче, чем можете подумать. Есть регулировки, но чудо от попытки настроить не происходит, все равно грубое для бездорожья. Кстати, бездорожья в ролике почти не будет, потому что есть только маленький нормальный кусочек. Все остальное брак со съехавшим углом камеры. В общем, подвеска далеко не всем зайдет с точки зрения бездорожья. Кто хотел кроссовер, чтобы просто ездить по плохим дорогам с выбоинами, мимо, на первом же лежачем полицейском это поймете. Чтобы примерно понимать, о чем я говорю, помните, я недавно снимал обзор версии с 1100, который почти спорттурист. Вот у него сильно комфортнее подвеска отрабатывает неровности, я уж не говорю про байки типа Тенери.
Если о приземленном говорить, на 450 МТ или Кове 500X подвески более эластичные и не расхлябанные. Если хочется байк, который не замечает неровности, нужно в сторону CF Moto смотреть. Но повторюсь, на обычном асфальте к подвеске 625 претензий вообще не имею за эту цену. Сопутствующий минус увеличения подвески — мотоцикл стал выше, что вряд ли обрадует людей с низким ростом. Зато и клиренс внушительный, и толстая защита двигателя, и дуги в базе. На 525-м были странные дуги, которые объединяли недостатки как дуг, так и слайдеров. На 625-м дуги чисто внешне спроектированы хорошо, и с центральной перемычкой, и в виде клетки с распределением нагрузки. Единственный вопрос к дугам вот какой. Если с завода мотоцикл идет с дугами, чего бы не нарисовать логотип, который не закрывается этими дугами хоть с какого-нибудь ракурса? Подытоживая тему с подвеской, изменения на бумаге существенные, а принципиально ни на что не влияют. В очень небольшом количестве нетипичных сценариев будет видна разница. Да и кто хочет мотоцикл для бездорожья, все равно не смотрит на модели без православного 21-го колеса. А изредка съезжать с асфальта и 525 ровно так же в состоянии. В любом случае подвеска лучше, но в другой класс мотоцикл не прыгнул. 625 более отточенным стал, это главное, а не то, что у него больше мотор или подвеска длинноходная. Помните, я говорил, что мне на 525 DSX вообще не понравилось ездить? Мне стало интересно посмотреть, о чего говорят в обзорах другие, русскоязычные, англоязычные, испанцы. Все так его нахваливают, может со мной что-то не так или я ездить не умею. То есть я вот недавно ездил на Watch 525 что-то там, блин, ну вообще нет. Тормозов нет, рулежка ни о чем, вибрирует. Это Влад Белый, мастер спорта по кольцевым мотогонкам, механик в спортивной команде BMW, тренер спортсменов, любителей и новичков на треке около Валенсии. Человек явно умеет ездить и тормозить лучше всех обзорщиков, и чего-то у нас мнения о 525-м сходятся. И дело не в том, что мы зажрались и сравниваем с топовыми BMW, вообще нет. В том же бюджете есть мотоциклы, которые лучше настроены, об этом речь. И в том отрывке Влада тоже контекст в том, что есть более отлаженные китайцы и менее, а не в том, что всем надо бежать за мультистрадой. Пользуясь случаем, порекомендую YouTube канал Влада Мотосомелье с обучающими роликами, в основном про технику езды в городе и на серпантинах. Это отличный обучающий канал, вот почему. Нет концентрации на том, как сдать на права, акцент на реальной жизни с реальными условиями. Когда многие говорят, в междуряде ездить опасно и нельзя, Влад рассказывает, как безопаснее и эффективнее ездить в междуряде. Плюс съемка не только со штатива или с шлема, снимает второй человек с более понятных ракурсов, иногда с дрона, с инфографикой и приятной картинкой. Канал совсем молодой, я бы хотел, чтобы вы зашли и хотя бы одно видео посмотрели. Такой контент нужно поддерживать. Давайте про двигатель. 525 по динамике примерно как все 500-ки, обсуждать особо нечего. Другая особенность – мелкая вибрация на трассе, от которой хочется почесать руки. Я бы сказал, она средняя среди китайцев в этом классе. Двигатель на 625-м стал интереснее. В России будет меньший эффект, потому что европейская версия 525 DSX была зажата под новичковую категорию А2. 525 под Россию по мощности и моменту ровно между европейской версией и 625. Тяги очевидно больше, на обгонах мотоцикл ощущается резвее, а коробка достаточно четкая как на 525, так и на 625. По динамике достойно за свои деньги, хотя я не скажу, что достаточно, все равно хочется мотор помощнее. Кове 500X все равно никто покупать не собирается, и я как реального конкурента в России вижу 450 МТ или даже Alter High. А главный аргумент, почему 625 имеет право на существование, у него ощутимо лучше динамика, которая Voyager ставит на ступень выше. Вопреки ожиданиям, на 625 вибраций стало еще больше. По-моему, самые сильные вибрации в классе, что не характерно для 270-градусного коленвала с балансированным валом. Например, самый мягкий двигатель в классе как раз 270-градусный CF Moto 450. Честно скажу, вибрации подбешивают. До 100 слабо чувствуются, но даже на 110 очень заметные, а на магистральных скоростях все хуже и хуже. Мотоцикл воспринимается дешевым чисто из-за этой железной грубой работы двигателя. Не то чтобы руки прям забивались, все-таки поршни еще не настолько выросли, чтобы это стало нестерпимо, но почесаться хочется.
Расход на 525 не замерял, только на 625. Лишний литр каждые 100 километров вы таки будете оплачивать. Там, где японская 600 ест 4 литра, Watch ест 5. Если сделать поправку на погрешность спидометра, рассчитывайте на средний расход ближе к 5. Бака хватит километров на 350. Если брать чистые замеры при постоянной скорости 125 км в час по GPS, это 5 с небольшим, 150 км в час стабильно 6 литров на 100 км. Я специально замеры делал в эко-режиме, а то многие считают, что этот режим активирует наноботов, которые меняют конструкцию мотора. У нормальных производителей этот режим называется Rain и отражает суть, более плавный отклик на ручку газа и все. Китайцы почему-то упорно его называют эко, хотя на расход режим не влияет. Точнее, это я додумал, что режим эко в испанском руководстве называется нормаль, но отображается на приборке буквой Е. Пока не найду букву Е в слове нормаль, буду называть эко. У мотора крутящий момент слабенький, неоткуда взяться срыву колеса, даже в дождь этот режим бесполезен. Но самое забавное, знаете что? После каждого выключения зажигания по умолчанию возвращается режим эко. И специально для новичков, чтобы в комментариях не мучили, самый важный параметр байка. Наконец-то начало реального обзора без воды для реальных пацанов. Так вот, максимальную скорость 625 я насчитал 170 с копейками по GPS и с грузом, но жизнь слишком коротка, чтобы ждать, пока Watch так разгонится. Watch заявляет максималку 183 км в час. При попутном ветре, спуске, без груза и если зарядить Watch перед телевизором, теоретически реально, а на экране так вообще заветные 200 можно будет увидеть. По надежности ничего не скажу, но подкину, что я взял дилерский 625 с пробегом в 1000 километров, у него уже не работал USB-порт и выпал винт крепления защиты рук, хотя мотоцикл никто не ронял. Судя по видосику с распаковкой, 625 поставляется сразу с прикрученной защитой рук, так что похоже на косяк завода. Вроде Watch, а все равно после покупки стоит протянуть весь крепеж. И на 525-м зеркало сворачивалось по шарику на магистрали. Тоже не затянули на заводе, своими силами это сложно поправить. Будем считать, что моторы собирают совсем другие люди. А есть у вас чувство, что в обзоре чего-то не хватает? Вроде и горы красивые, и автор молодец, но что-то не как обычно. Это потому, что на съемках Watch скоропостижно скончался наш общий друг. Усопший застрял в ветках на скале, куда я никогда в жизни не заберусь, а если заберусь, не найду. В общем, обзоры пока будут без пролетов. Я непонятно когда на трон накоплю, так что если вы хотите ускорить возвращение полетов, киньте копеечку на Бусти или Патреоне. Буду признателен. Если вы думали, что вот когда реально понадобится ваша помощь, тогда и поможете, сейчас самое время. Ну и давайте в комментариях обсудим, любить нам 625 или ненавидеть.